а что же это такое? Что это за волны? Грудь не своя, не натуральная. Мы видим, как контурируется хрящ, видим зону, где хряща не хватает. Вот так вот учишься быть хирургом. Ты видишь вот такое. Ошибка ли это хирурга? Смотрите, как интересно. Одна грудь больше, а вторая грудь меньше. Короче, после сегодняшних видео, если у вашей девушки хорошая, красивая грудь, придите домой, обнимите ее, поцелуйте, и вы поймете, что вы счастливый человек. Один из самых громких, нашумевших и известных результатов ринопластик за всю историю. Нос Майкла Джексона. У хирургов, как у авиакомпаний, есть вот процент вот таких вот возможных осложнений, неудач, и очень важно, как они с этим справляются. То есть у вас вот на слуху есть авиакомпании, вы знаете, что с ними меньше риск того, что вы не долетите или будут проблемы во время полета. То же самое с хирургами и с клиниками. Да, что-то как-то случается с любой авиакомпанией, но здесь вопрос, как она выходит из этого. Там отменился рейс, задержался рейс, что они сделали? Да, они по максимуму сделали все вот максимально комфортным для вас, чтобы вы не пожаловались, чтобы вы все-таки остались довольны. Точно так же и в хирургии, то есть что-то случилось, значит хирург максимально включается, решает этот вопрос, не может сам решить этот вопрос, обращается к другим хирургам, чтобы они помогли решить этот вопрос, но помогает клиенту, не бросает клиента. Вот это очень-очень важно в решении осложнений и в решении неудачных результатов после операции. Итак, вот такой нам результат прислали из интернета. Многие часто спрашивают, а что же это такое? Что это за волны? Ведь сразу видно, что грудь не своя, не натуральная. Да, видно. Во-первых, мы видим, что клиентке уже не 20 лет. Ну, видно. Скорее всего, там старше, она 40. И, наверное, пластика груди была давно. Почему я начал говорить об возрасте, говорить давно? Потому что вот такое бывает, случается, когда формируется капсулярная контрактура, и она стягивает имплант, формируя те самые волны. А также это случается потому, что имплант установлен, например, не под мышцу, которая дополнительно накрывает эту зону, а над мышцей, но только под железу. А с возрастом женщина худеет, жира меньше, остается только кожа. И получается, что только кожа покрывает имплант. А имплант, как я уже показывал вам пример, вот если возьмете любой имплант, чем мягче имплант, чем мягче, более гладкая оболочка, тем больше он, провисая, создает вот эти волны. Поэтому на консультацию хирурга возьмите имплант и посмотрите, он эти волны создает или нет. Поэтому в данном случае какой вариант решения вопроса? Проверить, есть ли капсулярная контрактура, стяжка вот этой капсулы. Проверить, под мышцей, под железой установлен имплант. Если под железой установить под мышцу, если под мышцей она истончилась или ее не было, или она травмирована, ну тогда выбрать более упругий имплант, менее мягкий, тогда таких волн не будет, и меньше по размеру и по объему. Итак, вот эту девочку мне прислали с просьбой прокомментировать результат. Ну, я не видел ее нос до операции, я не буду комментировать хирурга. Скажу, что можно сделать в данном случае. В данном случае мы видим, как контурируется хрящ, видим зону, где хряща не хватает. Как это можно исправить? Если сохранены по максимуму хрящи, тут нужно спрашивать у хирурга, просто их поставить в другом положении и по-другому отслоить. Если же нет, тогда взять дополнительную хрящевую ткань с перегородки, в крайнем случае с ребра, и построить, восстановить новый нос. Ну, такие операции случаются. Вот в своей практике, да, я там переделываю, бывает разное, но такие носы переделать можно. Короче, после сегодняшних видео, если у вашей девушки хорошая, красивая грудь, придите домой, обнимите ее, поцелуйте, и вы поймете, что вы счастливый человек. Результат увеличения груди. Мы видим, что один имплант находится здесь, а второй имплант находится здесь. Почему так произошло? Ну, здесь нужно смотреть, как был сформирован
карман и как выглядела грудь до операции. Бывают генетические заболевания, когда одна грудь больше, а вторая грудь меньше. Бывает такое, девочки. Бывает даже такое, что одна выросла, вторая нет. Одна там 3-4 размера, а второй нет вообще. Да, такое тоже бывает. Возможно, здесь такой случай. Не будем обсуждать все-таки уже из-за чего, но вот такой результат получил хирург. Как это исправить? Заменить импланты, удалить капсулу, сделать новый карман. В данном случае установить имплант ниже, в данном случае установить имплант выше. И с этой стороны на импланте сделать подтяжку. Все думают, что когда ты становишься хирургом, то в общей хирургии ты проходишь именно через это. Это потом ты приходишь к красоте, ко всему чистому, красивому. А когда ты учишься быть хирургом, вот ты вот так вот учишься быть хирургом, ты видишь вот такое годами, 5 лет, 10 лет. То есть учишься, чтобы такого не было, или если такое случилось, ты учишься, как это вылечить и как с этим справиться. Поэтому настоящий хирург – это не тот, у которого не бывает осложнений. Настоящий хирург, который справится с любым осложнением. Итак, результат подтяжки груди. Что интересно, ошибка ли это хирурга? Смотрите, как интересно. Вот здесь же все хорошо вокруг этих швов. Вот здесь, посмотрите, вообще незаметный шов. Его не видно. А здесь по центру есть проблема. Поэтому здесь проблема, скорее всего, явно не в хирурге. Здесь была воспалительная реакция, то есть как-то чем-то травмировался этот центральный шов, что вызвало вот такую реакцию и расхождение швов. Нужно чистить эту рану, ухаживать за этой раной. Она склеится, она зарубцуется, будет рубец, будет грубый рубец. Но потом, если это будет заметно, можно будет перешить. Но вряд ли это было сразу после операции. Видно, что рана свежая, а по этим швам видно, что прошло, 3-4 недели. Что-то произошло недавно. Или так долго тянется реабилитация в этом месте. Сейчас, а где был Майкл Джексон? Майкл Джексон. Вот. Итак, наверное, один из самых громких, нашумевших и известных результатов ринопластик за всю историю. Нос Майкла Джексона. Очень часто мы слышим: я не хочу нос, как у Джексона, я не хочу нос, как у Джексона. Что произошло и что мы видим в данном случае? Мы видим очень много рубцов, очень много втяжений, очень много спаек. Мы видим, как втянулся нос во всех местах. Это все произошло из-за того, что было много операций. Каждая последующая операция – это вызов, это риск того, что могут быть вот такие осложнения. То есть каждый раз нарушается кровоснабжение, и каждый раз все больше стягивается ткань. Поэтому нос все меньше за счет того, что он рубцуется, он склеивается. Но опять-таки также еще характерна индивидуальная особенность пациента. Потому что я видел в своей практике, когда 12 раз переделывали нос, и по итогу более-менее был неплохо. Точное количество операций у Майкла Джексона мы не знаем, но понимаем, что их было много. Потому что мы можем видеть в интернете его ранние фотографии и поэтапно, как менялся его нос. Вот такие носы, они очень сложные в работе. Я имею в виду нос до операции. Это пациенты с плотной, толстой кожей. Такие пациенты хотят нос чем тоньше. И помимо того, что выполняются операции, с каждой операцией пациент хочет все меньше. Еще они дополняют это инъекциями. Например, инъекция того же дипроспана, она тоже опасная, потому что могут остаться втяжения, могут остаться ямки. Нужно быть очень внимательным к этому и с осторожностью относиться к инъекциям. Также прошу заметить, Майклу Джексону нос делали не интерны. И 100% не начинающие хирурги, а топовые хирурги. Вот здесь, конечно, вопрос, да, вы спросите, почему не отказали, почему не остановили? Честно, сам не знаю. Возможно, была еще какая-то воспалительная реакция, может, было какое-то, осложнение, нагноение после операции, но нос втянулся, зарубцевался. Поэтому, если вы не будете часто делать
операции, такого результата не будет. Ну, я ни одного вот сейчас хирурга в мире не знаю, кто захочет сделать такой нос. Поэтому не нужно приходить к своему доктору и говорить, я не хочу нос, как у Майкла Джексона. Никто не хочет нос, как у Майкла Джексона. Друзья, всем спасибо за просмотр. Это был топ-5 осложнений неудачных операций. С радостью поговорю о других осложнениях. Возможно, вы найдете мои. Присылайте.